Да, слышала. Не подскажете, где он сейчас находится? Нет, не могу сказать. Я знаю, что жертва нашего правительства. Почему вы так считаете? Ну, потому что на нем решили отыграться, выбрав казахскую семью. А вы знаете, что-нибудь о Госе сейчас? Я знаю, что, честно скажу, я не знаю, где он сидит, но, по-моему, он сидит, да? Там затянулось разбирательство. Он сидел долгое время в Чите, по Чеченской области, и сейчас его перевели в Москву, ему собираются дать еще 20 лет. Как вы к этому относитесь? Ну, в целом, наверное, отрицательно. Большое спасибо вам. Да, пожалуйста. Скажите, вы знаете что-нибудь о Михаиле Ходорковском? Может, вы что-нибудь слышали? О Михаиле Ходорковском. Ну, в принципе, да. А что вы о нем слышали? Да мужик-то он нормальный, просто политика здесь уже. Вот вы знаете, что вы о нем знаете? Если я точно помню, это тот, который фильм снимал, или наоборот другой, которого посадили? Которого посадили. Ну, в общем, его посадили, он где-то здесь недалеко. И, ну что, наверное, доставил уже неплохо. Понятно. Бизнесмен был такой, Юкос. Так, а почему был? Он сейчас в просто местах, не столь отдаленных. Ну все, поняла. Вы о нем что-нибудь слышали? Или не слышала? Понятно. Только то, что не передавали. Это предприниматель, походу? Да. Что вы о нем слышали? Ну, я только по телевизору видел, что там у него какие-то законные проблемы, больше ничего. Понятно. Дело в том, что он отбывает срок наказания в тюрьме, и сейчас ему собираются 20 лет еще дать вверх. Вы к этому как относитесь? Может быть. Ну, наверное, ему надо денег побольше помогать, кому надо, чтобы это маленький срок иметь, или вообще, чтобы его убрать. Вы думаете, он поможет, да? Ну, Ходорковский, надо деньги есть. Давайте, его уже не убивал, так, документы проблемы. Скажите, пожалуйста, вы знаете что-нибудь о таком человеке, как Михаил Ходорковский? Ходорковский, не знаю, что бывший олигарх, руководитель Юкоса, если я не ошибаюсь. Да. Вы не знаете, как сейчас Кубатин распорядилась? Где он сейчас находится? Ну, он в тюрьме сидит, в тюрьме, где точно сейчас не в Чеченской области. Да, возле нас. Но дело в том, что в 2011 году у него заканчивается срок, и сейчас он находится в Москве, ему собирается еще 20 лет дать. Вот вы как к этому относитесь? Ну, вообще, честно сказать, я против политики Путина, в частности, который против Ходорковского антисет. Ну, я против такого, потому что я его, честно сказать, поддерживаю. Вам кажется, что те объявления, которые ему предъявлены, не соответствуют? Совсем не. Хорошо. Спасибо большое вам. До свидания. Да. Что это? Политик. Скажите, где сейчас он находится, вы знаете? Так, он сколько я знаю. В тюрьме? Да. Понятно. Спасибо большое. Михаил Ходорковский? Ну, конечно, он. А что вы не знаете? Один из олигархов. Но вообще-то я к ним отрицательно отношусь. Как бы ни было, я к ним отношусь. Они же спросили, как написал их по национальности писатель, забыл его фамилию. Известный писатель, он написал, ну, как уже сами стало терять. Ведь он в очень хорошей статье, когда еще литературную газету я выписывала, теперь уже нет, конечно. Он написал очень хорошую статью, что 7 евреев оказались, когда Россия распадалась, 7 евреев оказались у пирога. И все они их растащили по хорошему большому. Вот это Гусинский, Ходорковский, Березовский и так далее, и так далее. Он сказал, ребята, он прямо к ним обращался, ребята, верните Россию, то, что дети не слышат. Понятно. Ну, то есть вот сейчас проходит новый, соответственно, этап судебных переговоров, и ему собираются дать еще 20 лет тюрьмы. Ему? Вы одобряете? Ну, если бы он вернул бы все нам, в Россию бы, конечно, то есть досталось бы каждому человеку что-то, снизились бы цены на лекарства, снизились бы в какой-то мере цены на продукты,
тогда, конечно, можно было быть и 20 лет, ему еще и не будет. Скажите, пожалуйста, вы знаете что-нибудь о таком человеке, как Михаил Ходорковский? Нет. Ну, что-то знакомая фамилия. А скажите, пожалуйста, вы слышали что-нибудь о таком человеке, как Михаил Ходорковский? Слышали? А, В новостях передавали, что он был очень богат, пошел против правительства, в общем, стал очень беден и сидеть начал. В тюрьме. А дело в том, что он сейчас находится в Москве, и ему собираются дать еще 20 лет. Ну, зачем бы ему больше-то? Вы в этом вообще как относитесь? Я считаю, уже как... У него же был какой-то большой срок. То есть они еще хотят приплюсовать. Да. По-моему, хватит всех, которые в первый раз присутствуют. Может быть, вы что-то хотите пожелать? Есть чувак. Пожалуйста, вы знаете, кто такой Михаил Ходорковский? Ходорковский, да, бывший «Газпром» или что-то в этом духе. А вы знаете, чем он занимался и как его сейчас? Ну, он где-то в Чите сидит, по-моему, или уже выпустили? В тюрьме. Ну, дело в том, что сейчас проходит суд новый, ему собираются еще дать 20 еще лет. добавить ему 20 лет. хотят, да. Вот вы к этому как относитесь? Вы знаете, дело в том, что при нашем правосудии я не очень верю, что он там уж так сильно заворовался, и не очень верю, что он не воровал. Так что вот такое положение, потому Может быть, вы что-то хотели ему пожелать? Не знаю. Я хотела бы ему пожелать, но уже поздно. Он в свое время не совсем корректно отнесся тому, что хотел от него получить государство. Вот если бы он немножко помягче был, то есть, ну, государство хотело от него получить определенную сумму налогов. А он не принял это должным образом. Ну, спасибо. Вот это, наверное, его изгубило в большую меру, потому что те, кто сегодня стоит, так сказать, в «Газпроме», в этом самом месте заведуют, они только они в свое время узнали, поняли, куда нужно повернуть. Их это спасло. Вот мое мнение такое. Вы знаете, кто такой Михаил Ходорковский? Нет, не знаю. Не слышали, да? Нет. Ну, спасибо. Скажите, пожалуйста, вы знаете, кто такой Михаил Ходорковский? Ходорковский, да? Что вы о нем слышали? Ничего хорошего. Ничего хорошего. Вот дело в том, что он сейчас находится в Москве, ему собираются дать еще 20 лет. Вы знаете, что он сидел в тюрьме. Вы к этому как относитесь? Вперед! Вперед! Можно и больше. Вы знаете, кто такой Михаил Ходорковский? Ну, мулик, вор, вся власть наша. Нет. Слышали что-то? А что конкретно? Ну, что он там какой-то махинатор, да? Или нет? Понятно. Ну, это бывший глава ЮКОС, нефтяной компании. Сейчас он сидит в тюрьме. Дело в том, что ему сейчас собирается еще 20 лет дать. Нет. Ну все, большое спасибо. Да. Ну, слушала. А что о нем слышали? Скажите, пожалуйста. Негатив в основном. Ну, то есть это кто был? Бизнесмен, политик. Ну, конечно, политик. То есть с нефтью там что-то, да? Ну, вот дело в том, что ему сейчас собирается, он уже 8 лет отсидел, ему Да. сейчас собирается еще 20 Еще, да, я лет дать. слышала. Вот, а вы к этому как относитесь? Я думаю, что нет. Я Понятно. против, конечно, этого. Хорошо. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вы знаете, кто такой Михаил Ходорковский? Может быть, слышали что-нибудь о нем? Ну, слышал, ну, как кого не знаю. Да. А что? Ну, бывший депутат, насколько я помню, который сейчас находится в тюрьме. Ну что он сидит, вы не знаете? Ну, за что-то... Ну, лично мое мнение, да, это то, что он нужным людям не отдал деньги, и поэтому его упрятали. Действительно, мое мнение. То, что, ну, я слышал, что, в принципе, и человек вроде хороший, но вышло так, что пошел против системы. Понятно. Дело в том, что ему сейчас собираются дать еще 20 лет. Как вы к этому относитесь? Ну, наверное, ну, как бы я не знаю, я не могу рассуждать о человеке, потому что я не знаю, чем он занимался, да, может это все-таки заслужено что-то, может не заслужено, но я думаю, что, наверное, все правильно. Спасибо большое. Ну, да. Слышали? Кто он такой, вы знаете? Он не актер? Не актер. Нет, он бизнесмен.